Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу вам о телефоне Poco M6 Pro. Этой модели уже около года. Был он представлен миру в начале 2024 года. И за год показал себя как надежное, хорошо работающее и сбалансированное устройство за приемлемую цену. Само Poco, как ходят слухи в интернете, это суббренд Xiaomi, поэтому в целом многие вещи, которые есть в этом телефоне, они присущи и другим моделям, но уже которые выпускаются под брендом Xiaomi. Я себе прикупил такой телефон, потому что уже прошел год, и, естественно, за этот год цена на данную модель телефона значительно снизилась. И если покупать на Алиэкспрессе и попасть под распродажу какую-нибудь акцию, то можно купить в среднем за $150, там иногда больше, иногда меньше. Мне он обошелся в $148, и покупал я его с помощью мобильного приложения Алиэкспресс. И также рекомендую вам им пользоваться, потому что, как показывает мой опыт, найти хорошую цену, более низкую, чем на десктопе, проще с помощью именно мобильного приложения AliExpress. Итак, я уже немножко подготовился, этот телефон распаковал, да, чтобы убрать не очень интересные манипуляции. Но к вам он придет вот в такой упаковке. Эта упаковка будет полностью герметически запечатана. И как мы видим, лаконичная, стильная коробочка желтого цвета. Сам по себе телефон, эта модель, она может быть в трех цветовых решениях. Может быть черный цвет, может быть синий и может быть фиолетовый. У меня конкретно эта модель, как вы потом увидите, фиолетовая. Также эта модель бывает в разных конфигурациях по количеству памяти. Может быть 8 256 гигабайт, либо 12 512 гигабайт, соответственно, оперативной и постоянной памяти. Так, коробочка выглядит вот так. Здесь у нас наклеечка с информацией конкретно об этой модели телефона. Видим, у нас здесь Poco M6 Pro Purple, то есть фиолетовый, да. Указан у нас объем оперативной памяти 8 гигов и объем постоянной памяти 256 гигабайт. Плюс дополнительная разная информация. У нас видно серийный номер и номера имей наших телефонных модулей, да. Этот смартфон, телефон поддерживает работу двух сим-карт. Что ж, давайте мы распакуем. Да, коробочка плотная, поэтому надо аккуратно и не так просто, да. Опа. Так, вот мы открываем коробочку. Так, тут у нас ничего. И видим дальше все. Дизайнеры там, маркетологи поработали, тоже все красиво. Видим такую, наверное, тоже коробочку, да. Достаем, тоже бренд Poco указан, тоже желтый цвет, желтый или такой ближе к оранжевому. Так, здесь мы видим ключ для, я так понимаю, лотка сим-карт. Также у нас здесь идет инструкции по использованию, да, разная информация дополнительная. Ну, в общем, да, тут в этом плане стандартненько. Если что, можно будет почитать, ознакомиться. Далее мы видим, у нас здесь есть бампер по умолчанию. Достаем. Бампер из такого не очень толстого пластика. Тоже он брендированный. Ну, в принципе, как базовый бампер, это классно. Когда он идет по умолчанию с телефоном, это удобно. Можно распаковать телефон, настроить его, вставить в бампер и уже им пользоваться. Вот, а параллельно, если что-то так не нравится с этим бампером, можно прикупить что-нибудь другое. В целом хороший, вполне обычный бампер, да. Здесь у нас вырезка для задней камеры. В общем, да, нормально, есть и хорошо. Далее мы видим, у нас, собственно говоря, идет сам телефон. Тут даже продумана выемка такая, чтобы его можно было проще доставать. Так, телефон достаем. Далее открываем эту крышечку. И здесь мы видим, что в комплекте идет
зарядное устройство, 67 Вт мощность. И кабель у нас, значит, Type-C USB длиной около метра. Тоже хорошо, потому что, ну, не всегда бывает зарядка под рукой, там где-то потерялась, то все. То, что есть отдельный кабель, это классно. Надеюсь, что он еще, кроме как функции для зарядки телефона, сможет выполнять функцию по передаче интерфейса информации, потому что некоторые кабеля выполняют функцию только для зарядки, что не очень удобно. Также, поскольку мы уже начали говорить про мощность зарядки, то сама модель телефона поддерживает ускоренный режим зарядки, мощность 67 Вт, и это позволяет зарядить телефон, ну, очень быстро, не знаю, ну, наверное, до часа времени, точно вам не скажу. Далее, ну, давайте перейдем к самому телефону. Вот он, тоже в защитном пакетике, проклеенный. Мы его, давайте, снимаем. И достаем аккуратненько. Итак, вот наш телефон. Здесь у нас наклеечка. Наверное, надо будет потом ее отклеить. Ну, выглядит, вот видите, вот так. Довольно стандартный кирпичик. Мне такой дизайн, в принципе. То есть он такой строгий стиль, строгий и практичный. По весу сам телефон без бампера около 180 грамм. Здесь у нас кнопки управления, в принципе, тоже стандартно. Там громкость, ну, вверх-вниз и включение-выключение. Здесь у нас разъем, микрофон Type-C, аудиодинамик. Здесь у нас, я так понимаю, инфракрасный порт. Тоже микрофон, тоже динамик. И есть разъем для подключения наушников. Сзади у нас видно есть область, где установлен модуль камеры. И здесь у нас видно, что, ну, этот модуль довольно большой. И чем может похвастаться эта модель телефона? Тем, что здесь установлен модуль видео. И камера поддерживает съемку с оптической стабилизацией. Камера передняя у нас до 64 мегапикселей. И, в принципе, эта стабилизация дает возможность сделать фотографии более четкие, чем, допустим, у других моделей, скажем так, не Pro, такие, ну, есть тоже M6, но не Pro. Вот, и, по идее, камера должна выдавать хорошие фотографии или видео, в принципе, по отзывам так оно и есть. По поводу еще цены скажу, что, в принципе, этот телефон по цене является конкурентом, ну, Redmi Note, Xiaomi Redmi Note 13 и Xiaomi Redmi Note 14. Или что-то дороже, вот, но где-то так. При этом этот телефон обладает своим набором качеств, характеристик, которые его отличают и от того, и от другого телефона. Что еще скажем про экран? Здесь экран AMOLED, разрешение 2400 на 1080, поддерживается частота обновления экрана 120 Гц, диагональ у нас 6,67 дюйма. Также экран использует у нас технологию Gorilla Glass 5 версии, что позволяет защищать эффективно экран от мелких царапин и, ну, других негативных воздействий. Нам в базе тоже хорошо. Некоторое время можно будет попользоваться такой предустановленной пленкой защитной, а потом со временем взять и поменять на то, что вам больше нравится, на ваше усмотрение. Также можем сказать про экран, что у него яркость до 1300 нит, что делает его очень четким и ярким. Вот. Утверждается, что этот телефон, модель, выполнена по стандарту IP54, что подразумевает стойкость к воздействию влаги, такой как, не знаю, капли дождя, влажный воздух, туман, какие-то случайные брызги, да, попадания. Что ж, по внешний вид я показал, давайте попробуем включить. Я уже предварительно настроил его, то есть все базовые шаги прошел, поэтому времени много включения не должно занять.
Так, и пошел процесс. Видим Poco, логотип, Android. Так, телефончик почти загрузился. Итак, вот так мы видим фирменную заставку тему. Я здесь ничего не менял. Здесь используется все по умолчанию в базе из коробки. Так, что мы видим? Ну, в принципе, видим стандартный набор приложений, да, от Android. Есть у нас отдельный раздел от Google, где собраны все базовые его сервисы, ну, какие там Gmail, карты, диск, фотографии, да. То есть в этом плане все хорошо поддерживается, да. Также у нас установлен Google Play. Можно подгружать приложения из этого магазина. Далее идем, ну, стандартные у нас внизу, да, настройки. Есть у нас, видите, приложение от Xiaomi бренд. Кукушки, уйди. Вот Mi Home, что еще раз говорит о том, что в принципе Poco это суббренд Xiaomi. Видим у нас стандартные инструменты, есть у нас калькулятор, часы, даже радио, компас, вот Mi пульт и другие приложения Mi. Так, вот давайте покажу яркость. Это у нас, нет, это звук, сейчас яркость. Давайте минимум, максимум, да, чик. Вот это у нас минимум. Вот так у нас приблизительно максимум. Не знаю, это передается через камеру. Ну, яркость очень даже большая, громадная. Так, сейчас у нас обновление экрана 60 Гц. Давайте сразу переключим на 120 и заодно узнаете, как это делается. В принципе, это несложно. Находим настройки экран. Раз. И находим у нас частота обновления. Видите, сейчас стоит 60 Гц. И мы меняем на частота обновления на 120. Пам. Все, мы переключились. И теперь управление телефоном стало более плавным, более четким. В принципе, для глаз, по ощущениям, это очень классно. Так, давайте посмотрим. Ну, тут у нас ничего интересного. Так, здесь у нас тоже вполне стандартные для Android настройки. Можно поддерживаться модуль NFC обязательно. В наше время это очень полезная функция. Далее давайте зайдем в настройки, посмотрим, что нам скажут базовая информация Android о телефоне. Раз, включили. И вот у нас установлена версия MIUI или MIUI Global 14.0.8. Но видите, хочет обновиться. Видимо, будет что-то поновее. Можно будет скачать. Также у нас информация версии Android, да, 13. И последнее обновление у нас Android датируется 1 августа 2024 года. Это если считать, что у нас 8 это номер месяца, а не число месяца. Иначе это могло бы быть 8 января 2024 года. Объем у нас 256 показывает. Ну, в принципе, тут не будем смотреть. Я поставил тестовые программки AIDA 64 и N22. Да, вот посмотрим, какую информацию выдают они. Давайте включаем у нас AIDA, смотрим система. Так, модель Poco M6 Pro 4G, формат фаблет, производитель, видите, Xiaomi, модель указана, но бренд Poco. Да, видите, мои подозрения подтвердились. Это все-таки Xiaomi. Это, конечно, Poco, но больше Xiaomi. Ну или наоборот. Так, у нас УЗУ 8 гигабайт LPDDR4X. Память доступна. Хранилище. Версия Bluetooth у нас поддерживается
5.2. Да. Так, давайте выходим. Центральный процессор. Так, реклама. Борис. Центральный процессор. Что мы видим? У нас MediaTek Helio G99 Ultra. 6 ядер ARM Cortex A55 и 2 ядра ARM Cortex A76. Максимальная частота 2200 МГц. Технология процессора 6 нанометров. Инструкции 64 бита ARM 8 версии A. Ну и много другой информации. Не знаю, ли она уже будет прям полезна. Выходим. Так, отображение. Это у нас экран, да. Информация об экране. Так, разрешение. Как я уже говорил, 1080 на 2400. Технология AMOLED. Размер экрана. Размер в дюймах. Плотность пикселов 395. И это хороший показатель. Так, производитель графического процессора ARM. Собственно говоря, сам графический процессор используется Mali G57MC2, да. Так, почему-то у нас показывает 60 Гц. Но это не так. У нас, давайте зайдем в настройки. Снова включим экран. Нет, тут у нас 120 указано. Так, давайте еще раз. Так, отображение. О, видите, да, нужно было обновить. Частота обновления все верно показывает. Экрана 120 Гц. Ну и плюс еще остальная информация. Так, что еще по телефону? Сеть, это понятно. Батарея. Батарея. Литий полимерная, если я правильно расшифровываю. Общая емкость 5000 мАч. Вот. В принципе, такой емкости батареи должно хватать на работу телефона, ну, в зависимости от того, как его, конечно, использовать, но до 2-3 суток, в принципе, да. Если плотно играть, смотреть видео, то, конечно, скорее только на одну хватит. Так, Android у нас стоит 13-й, Tiramisu. Безопасность мы уже смотрели 0.8, 0.1.24. Так, выходим. Что еще у нас есть? Датчики. Тут у нас не очень интересная информация. Кодеки приложения. Здесь, наверное, тоже не очень интересно. Так, опять у нас реклама. Так, датчики. Смотрели. Устройство. Так, видим у нас информация про камеру 64 мегапикселя. И у нас вот указано в пикселях разрешение, фокусное расстояние. Не знаю, насколько точно тут потеряется информация, но вот видите, как есть. Стабилизация видео поддерживается, зум поддерживается. Так. Вспышка не поддерживается, но это у нас какая? Ну понятно, да. Вот это как бы задняя, передняя, смотря как считаю, да, вспышка поддерживается. Все есть. Ну, в общем, надо пользоваться. По отзывам на этом устройстве камера, как для такого класса, очень даже хорошая, классная. Что ж, давайте из AIDA мы выходим и запустим еще программку AnTuTu. Это довольно известная программа для проверки телефона. Давайте ее запустим. Так, я уже проводил тестирование. Оно мне набрало в этой программке 428 779 баллов. Повторять я не буду, потому что это займет уйму времени. Довольно долго тест проходит. Там разные видео, картинки крутятся. Попробуем посмотреть какую-нибудь информацию, да, которая
выдает эта программка. Ну, давайте попробуем тест цветовой шкалы. Вот. Можно проклацать, проверить настройки. Есть. Тест ЖК экрана тоже. Но это уже больше после того, как вы купите, можно будет проверить. Так, в принципе, я уже проверил, и видно, что все целое, битых пикселей в принципе нет. Никаких засветок лишних, да. Так. Так. Ну, отчет проверки как бы показывает, что этот телефон, он оригинальный. Видите, показывает характеристики устройства совпадают с официальными характеристиками. Это означает, что телефон не подделка, вполне официальный, рабочий. Давайте еще раз проверим. Да. Описание устройства, что нам показывает эта программка. Ну, марка Xiaomi, модель Poco M6 Pro, Android, процессор Helio GM99, видео процессор Mali G57 MC2, разрешение, память. Ну вот показывает, что память у нас двухканальная и поддерживаемая частота 2133 МГц. Тип хранилища, центральный процессор, еще дополнительная информация. Так. Дисплей, пожалуйста, 669. Показывает плотность, тут два вида плотности. Первая 440 dpi, вторая плотность пикселей 394 ppi. То есть, видимо, разные стандартные измерения. Ну, в принципе, цифры хорошие. Батарея, состояние хорошее. Так, ОС. Так, тут все понятненько. Так, стресс-тест не будем запускать, потому что это будет долго. В принципе, базовые характеристики мы посмотрели. Все остальное показывать, тестировать это будет очень долго. И, наверное, к этому видео не имеет смысла это все дело прикреплять. Charging тест, хранение, мультитач. Так. Да, давайте выйдем. Попробуем единственное еще попробовать камеру, да. Бум-бум-бум. Поклацал. Ну, тут особая информация она вам не добавит, да. Что ж. Так, стоп, давайте еще видео. Разрешение есть. Частота кадров 3060 можно переключать. Шикарненько. Вспышка. Соотношение сторон. Можно как в кино, да. В общем, далее буду разбираться. Ну что ж, вот такой вот он, наш Poco M6 Pro. Надеюсь, вам эта информация была полезна и интересна. Ссылки на продавца и на дополнительную информацию я оставлю в описании к этому видео. Вот, можете зайти сами посмотреть. Да, стоп, нет, еще не прощаемся. Давайте еще посмотрим на лоток для сим-карт. Это тоже может быть важно. Глянем, но для этого мы отключим, пожалуй, телефон. Ку-ку. Не знаю чей. Так, телефон выключился. Так, что мы видим? Стандартный лоток под большой формат от сим-карты и, не знаю, то ли микро, то ли нано, да, сим.
То есть 2 сим-карты. Ну, в принципе, тоже вполне все стандартно. Вставляем обратно. Что ж, на этом можно уже действительно. Надеюсь, вам все понравилось. Прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк. А на этом всего хорошего. До свидания.